UraniumAnchor против Давидки. Сейчас послушаем, как он себя называет. Before we get started, just want to say a couple things. David's run on SDA that he did in 2006 was the run I had to beat when I first got into speedrunning. Раннер говорит об истории This is a race 16 years in the making. Yep. к этому рейсу. So hopefully it's a good show for y'all. But yeah, this is a category. Я так понял, раннер слева вдохновился выступлениями правого раннера когда-то на прошлом ГДК. И вот он с того момента начал ранить игру, и теперь он будет соревноваться с ним на равных. Итак, единственный глич, который будет использоваться, который не то чтобы влияет на что-то, это скип переходом с уровня на уровень. Итак, идет отсчет. И мы начинаем. Мы получаем начальную кат-сцену, которая, кстати, существует только в американской версии. Итак, двигаясь в игре, нам нужно убивать как можно больше врагов на пути, для того, чтобы игра не зависала, не тормозила. Как и многие другие нас игры, она тормозит от большого количества юнитов на экране. Итак, игра состоит из 8 уровней. Нам нужно будет перейти в определенную локацию, где мы выходим из машины и переходим в другой вид, как бы топ-даун view. Так вот, мы можем выходить из машины. Вот, заходим в этот режим топ-даун. Меняется перспектива. А вот эти буквы P, кружочки, которые он собирает, это здоровье, power. Проходим через шипы, потому что здоровья достаточно. В нижнем левом углу мы можем увидеть полоску нашего здоровья. Так, убивая вот эти черепки, мы получаем снаряды определенные. В игре есть несколько типов снарядов, которые мы можем использовать. И мы можем их собирать с врагов. Так, первый босс очень простой. Он совсем не опасный. Можем просто стоять с ним и просто стреляем в него, и он умирает. И они выходят. В игре очень много бэктрекинга. Сейчас нам нужно вернуться до нашей машины, которую мы оставили наверху, и пойти в следующую локацию, к следующему боссу. В glitched версии раннеры используют death-ворпы и ворпаются в начало уровня, поэтому им не приходится делать такой большой бэктрекинг. Вот здесь мы убиваем стража, которого мы можем убить только после того, как апгрейднем наш транспорт. Апгрейд на наш транспорт получается после убийства боссов. После каждого босса разный апгрейд мы получаем. Ну и в основном, как бы, отсутствие вот этих ворпов и сказывается на такой разнице во времени между glitched и glitchless. В остальном, также есть тут в игре glitch grenade pause, как там называется, grenade glitch, когда вы можете
выстрелен с гранатой, и пока она находится во враге, вы нажимаете паузу, и граната все еще активна. Где-то спустя 15 секунд отжимаете паузу, и босс умрет. Но этот глич они не могут использовать. Вообще, это не слишком сильно дает сейва времени, скорее просто стабильности и безопасность, как бы, убийства босса. В основном в игре у нас просто movement. Довольно прикольно управляется вот эта машинка. Мы можем стрелять вверх, можем стрелять прямо, можем на разную высоту подпрыгивать, можем выходить из машины. И у машины, и у главного персонажа, которого зовут Джейсона, у них разные полоски ХП, но если одна из них закончится, то вы проиграете. Полоску ХП Джейсона можно восстановить тем образом, что если вы войдете в машину заново, то она восстановится. Вот, при заходе в каждый уровень они открывают меню и закрывают. Это вот мини-глич, который сейвит несколько фреймов. Да, машинку, кстати, машина называется София. Машинка. Ладно, София, все, я понял. Будем называть ее София. Просто пробегаем уровни. Да, как и обычно, мы сильно не хотим стрелять, иначе игра будет замедляться. Следующий босс. Довольно все боссы здесь прямолинейные. Просто встаем впритык и спамим кнопку атаки. Так, обычно вот в гличной версии здесь кидают гранату и используют паузу глич, вот этот, про который я рассказывал. О, нет. Дэвид умер. У RUSC остался 1 хп. If those pinchers hit you, it takes off a quarter of your health, so you still can be dangerous. Обычно это не опасный файт. С этим боссом какой-то лаг произошел с боссом. Это очень редко происходит. Окей. Они договорились до рейса, что если такой баг случается, я так понял, он замедляет немного босс-файт, замедляет его смерть. Они договорились до рейса, что если такое случается, то второй раннер ждет другого, чтобы тот мог догнать. Итак, после убийства этого босса мы получаем апгрейд на Софию, который позволяет нам разрушить определенные блоки на уровнях, и это позволяет нам пройти в следующую локацию. Ну, они говорят, этот босс не проблема, но вы просто приходите к нему с маленьким количеством здоровья. Поэтому такое иногда бывает. Также мы можем увидеть дропы H, кружочки. Это наше топливо для Софии. В общем, чуть позже мы сможем взлетать. И это топливо нужно для этого, чтобы перейти в следующий уровень, локацию. Вот на правом экране мы можем заметить сейчас тройные ракеты. Это особая атака, особые снаряды, у которых есть 3 вида в игре. Они ограничены.
And fortunately, the hover drops you get will carry over once they actually get the hover upgrade from the boss of this area. Yeah, in a warps run, you will either deliberately game over to save time, or you will do a soft reset to save time, depending on which. Это используют эти And both of those reset your hover gauge. особые снаряды, чтобы более эффективно зачистить уровень, You get to keep it. убить врагов. So there's a few specific enemies that we kill that can drop hover. И они надеются на дропы, убивая врагов. But I still only need one more. By the way, I should mention that to fire the triple missiles, you need to be holding down in B. Oh yeah. Which makes it pretty difficult to fire them upward, but it's possible. I've never bothered it. Okay, that's 4, cool. I never bothered to try to figure out that rhythm. It's really tight. Ahmad does it, so I copied him. Well, Ahmad is. Да, платформа у нас. On the most competitive category for this game, the Japanese warps run, Ahmad's PB is better than my sum of best. Довольно длинный уровень. Вообще, очень легко заблудиться в этих уровнях. Вот я казуально пытался проходить. И было тяжело понять, куда идти дальше. Потому что тебе нужно еще постоянно возвращаться обратно. Очень запутанно. Так, ну мы видим, что раннер слева лидирует пока что. Он быстрее зашел в эту локацию. Но не сильно. Вот во время этого режима с видом сверху мы можем собрать пауэрапы, которые усиливают нашу атаку, но эти заряды теряются при получении урона. Вот эта шкала ган, она как раз означает силу нашего оружия. У раннера слева мы видим, вот есть один заряд. Этот босс интересен тем, что по сути здесь как бы 16 врагов в разных местах, которые спавнятся в разных местах, но каждый раз в одинаковых. Поэтому раннеры знают следующий спаун и заранее... О, Дэвид не добил одного. Пришлось добить. Да, немного ошибся раннер. Дэвид. Отставание увеличилось слегка. Итак, вот мы видим использование Хайвера. Блин, как сказать, я просто не знаю на русском. 2006. Alright, I got my 4. Okay, cool. I was running really low on health there for a little while. It was scaring me. So this is a part of the game that is kind of not seen too often in speedruns because you would only see it in warpless or glitchless. Having to backtrack through Area 3 and then back through Area 2 again. And да, вот прямо сейчас мы возвращаемся в самую первую локацию, чтобы использовать наш новый апгрейд, который позволяет нам взлететь. Yeah, there's the US version at least had pretty good. Well, actually, I think the Japanese version had better maps. But... Локация номер 2 сейчас, в которой они находятся. Нам нужно локацию 1. US version's manual stops detailing the areas after 4. It gets you up to area 4, and then after that, you're kind of on your own. Okay, then I'm just going to suggest having a manual if you play this as a kid, because we did not, and so it took us. Раннер слева уже зашел в первую локацию. Ему нужно дойти до места, где мы стартуем, где начало игры.
We have $25 from Pork Chops for Breakfast, saying, I never played Blaster Master, but thoroughly enjoyed the book as a child. Good luck to the runners. Love this Worlds of Power book. Okay, $10 from Wolf Shadow, saying, okay, someone had to mention Так, мы видим 3 заряда Хайвера есть у раннера слева, у раннера справа 2 заряда. Не знаю, хватит ли ему, чтобы взлететь. Видимо, 2 заряда нужно, так что ему хватит. А дальше там на платформах положены эти пауэрапы. Так что это не проблема забраться дальше. И мы попадаем в Area 4. Combined elements of both the US and Japanese games and then threw in elements from the Worlds of Power book and just mashed it all together into one coherent plot. It was kind of really neat the way they handled it. Как бы просто мувмент в этой игре и оптимальное убийство врагов. Довольно просто техничный ран. The most boring music in the game. Second most boring music. Hey, I like this one. This one's good. I think you're alone on this one, Scout. Просто прыжки. I don't think I am. Никаких особых трюков. On the stage, you're alone. Like one of the major reasons I like doing Warpless is Как говорят в I like this track. any проценте этот уровень вообще скипается. But you can't say too much about for old NES music. It's kind of hard to do mood music on this hardware. Yeah. В глич-версии они используют такой глич, они варпаются в определенные зоны тем, что заходят в переход локации как бы задом. И в итоге они оказываются, как бы, они идут в другую сторону, еще открывают при этом меню, и игра их помещает совершенно в другое место. Как точно это работает, я, конечно, не скажу. Насколько я понял, это не так сложно сделать. Выходим из Софии. И заходим в данжен. Two of the areas don't have any walling like that, and those would be Area 7 and Area 4. Это вода. Здесь нет стен. Over the water and go to unintended areas and access the bosses from places you're not supposed to be able to. Эти враги не опасные, но они вызывают лаги. Do we have time for another donation? Yep, should have some time. Great. We have $10 from the Altar Maven that says, earlier we had a character who faced a Meta Knight. Now we're seeing Jason in the meta fight. Good luck on the Blaster Master race. Time for one more? Yep, sure. $25 from Oyster, who says, cheering for the anchor of uranium, hoping for as close a race as practice. Примерно 8 секунд разница между раннерами. Uranium уже заходит в комнату с боссом, и это жаба, кстати, из начальной катсцены. Это питомец нашего главного героя, который мутировал. Если вы играете в американскую версию. В японской это тоже жаба, но там немного другой сюжет. Жабу можно дамажить только во время того, как она открывает рот. О, кажется, Дэвид на один лишний цикл больше сделал. Немного хуже у него файт получился. Получается, отставание еще больше будет.
just to be clear, I'm still very happy with Ошибается чуть-чуть. Oh yeah, for sure. It could go. Минус пузыри. The jumps are random. Yeah. Both of the frog bosses will follow you to some extent, but it's not 100%. So you have to be prepared to adjust your position because the weak spot is probably not even a tile wide, but it's. Oh my god. The thing knocked me down. Oh god, the Dark Souls orb dodge rolled on you? Yeah. Okay, two. That's Так, его... Я не видел, к сожалению, но услышал, что его, кажется, столкнули, и он потерял заряды, хавер заряда вот эти. Ему пришлось собрать, вернуться. Немного потерял время. There's literally a key to the next area. It's not the worst upgrade in the game. Oh, far from it. We will go more into that later in the game when we doesn't make your controls actively worse. Yes. Probably a good time for another donation. Yep. I was just about to ask. Thank you. We have $25 from Asa saying, "Let's go runners." David, I made sure to be awake to watch the first of your 3 runs this week. In fact, if I'm watching you on Twitch and the sun is rising on Twitch and the sun is rising soon, I guess you could call this a David? Okay, my puns are not anywhere as good as yours, but I tried. Anyways, best of luck, you two. Thank you so much for the $25, Asa. Thanks, Asa. She's a friend. I'm glad she woke up for this. Now, this part of the game got changed significantly from the Japanese version. Да, довольно сильное отставание уже. Так, Uranium погружается под воду. Очень долго тонет София. I guess that's why no one's run the Japanese glitchless category yet. Yeah, I mean, in the Japanese version, you do have unlimited continues, whereas in this one you have 4. But even still, it's just kind of mean that they expected you to make a blind leap of faith onto a one-tile ladder. And I have come to probably the most harrowing section of the game. Like. После следующего босса нам откроется апгрейд, который позволит поставить пропеллер на нашу Софию. И это позволит нам быстрее плавать под водой. Ох, как же тормозит игру. Эти рыбы одни из самых лагающих в игре противников. Противники. At the end of the Area 5 dungeon is the most difficult boss in the game, Hardshell. He's so difficult. Итак, следующий босс — это самый сложный босс в игре. Out of the way to get a fully upgraded weapon just for the fight and held onto it for the fight. We're not doing that anymore, of course, but it's scary. Yeah, this is another boss that in other categories is just a complete pushover because the method of doing it is different for both the US and Japanese version, but either way the end result's the same. You spawn the boss into the previous hallway and Такой огромный лобстер. combining him with the wall to where he just can't hurt you. You can just stand there and wail away on him. Can't do that here though, so you gotta just strafe and mash away. И чем больше мы наносим урона противнику, тем быстрее он начинает стрелять. Все, что нам остается, это просто ходить в сторону и стрелять. Ничего более. And yeah, you can try to mash your way through the bubbles. It's really difficult to do. It's actually a lot easier to try to anticipate him and get him to move into your shot rather than get past his defenses. Намного лучше здесь ждать, пока он сам зайдет в твои снаряды.
last dangerous one, but definitely the one Говорит раннер. about. Дэвид все еще убивает лобстера. Thankfully, I still have plenty of health. UraniumAnchor уже двигается к следующему уровню. This is more health than I usually have. Как я уже говорил, 8 уровней в игре. Это I haven't died yet, so Это у нас if I do die, it won't be a huge time loss. 5-й был. Zoidberg did not like you today, David. He did not like me, but I'm alive. Yes, and that's the important thing. So defeating that boss gives us the dive upgrade that allows us to have some maneuverability with the tank underwater. You go from just sinking like a giant uranium anchor to being able to almost swim in a vehicle. Сейчас мы возвращаемся назад по уровню к нашей машине. Или танку. Они называют танк танком. И мы можем заметить, что София плавает теперь намного быстрее. We also have $50 from Garen L saying, wanted to donate before the Blaster Master race to say hello to UraniumAnchor from all the folks in the Bullies Discord. I wish everyone at the event nice, smooth runs. Keep up the good work, folks. Thanks, Garen. Даже не знаю, есть ли шансы на камбэк у Дэвида. Мне кажется, только какие-то жесткие ошибки от UraniumAnchor могут сравнять шансы. Но пока что у него все очень хорошо идет. They're still trying to lag up the screen, though. Oh yeah, they're definitely much nicer to deal with the tank and crusher, though. You got time for a couple more donations before I get to anything more interesting, so go ahead. Great, we have $20 from Jill for MSF saying, I stayed up late to catch this race. Good luck to both runners. We also have $10 from Quentin. Отставание уже приличное. Больше 30 секунд, кажется. Где-то 35-40. Time for one more? Yep. Sure. $25 from the King of Keith. I set my alarm this morning to watch the Blaster Master race. This game was my absolute favorite growing up. А в основной таблице на speedrun.com Дэвид занимает второе место, и UraniumAnchor на 6-м. На рейсе же мы видим обратную картину. Видимо, подготовился UraniumAnchor. Зимний уровень со льдом. И здесь раннеры упоминают о том, что здесь есть физика льда, и здесь очень тяжело двигаться по нему. It's not anything insanely difficult, but it's got a nice rhythm to it when you really nail that room. So coming up soon here, we're gonna have a pretty Итак, скоро будет прыжок, который может потерять очень много времени, который немного сложноват. Будем смотреть, как с этим справятся раннеры. Может быть, здесь и будет... Может быть, здесь и свершится камбэк. I don't have any hover to spare for this. Nice. Don't need it?
очень переживают раннеры перед этим прыжком. Делятся эмоциями, говорят, что им нужно дышать. В общем, такой очень тонкий прыжок. Coming up to the dungeon of Area 6 here, it's loaded with spikes and ice that sends you into spikes. Thankfully, no icy spikes. That would be the worst. UraniumAnchor уже заходит в зону, где вид сверху. Technically, the game would Это зона перед боссом. been that mean, but Слева сейчас они говорят, это не глич, это просто weird geometry. Yeah, for some reason there's просто так сделана карта, там тебе не наносится урон. on the screen there. So this is one of the more difficult bosses. Даже тут лед, я It's так not понял. the hardest in a glitch Физика game, льда. it's Видно было, как скользит раннер pretty mean. по льду. A little section I just got through may not look scary, but it is. Немного занесло его. Those of you who have ping-ponged Итак, and босс tried у to UraniumAnchor. contract, you know exactly what I'm talking about. Yeah, if you mess up going over the ice there, the game just kind of bounces. Это Нео Гизала Like, thanks to зовут этого босса. Это усиленная версия предыдущего босса. Music. Switch to my audio if you are. Примерно такого же мы видели до этого, только этот имеет другой окрас, и у него более длинные щупальца вот эти. this is a glitch. So this game has И кажется, он incredibly быстрее. solid audio programming and likes to, when it's lagging out, just Очень сильно лагает. change the music track. UraniumAnchor убивает его. Так, смотрим, как справляется Дэвид. Lagging a little bit, but no full zombie. While we're backtracking through Area 6 to get to Area 7, we definitely have time for a couple more donations. Great. We've got $10 from Luna Manar saying, at the mention of the Worlds of Power book, a dusty yet bold memory of Oh what no. Okay. was a I'm warning fine, from I'm the fine. Pluton. Oh, sorry. Of what I think was a warning from the plutonium boss started playing in my head after not having thought of it in 3 decades. Not sure if Так, I'm шестой remembering уровень it, but закончен. I'd share it. Welcome to the underground. Please feel free to turn around. Переходим For к should you choose to седьмому. forge ahead, your mission ends when you are dead. Challenge for someone more poetry Босс седьмого уровня также является апгрейдом предыдущего босса жабы. up to 10, since that's what I've got left, for every remix read on stream. Thank you very much for that wonderful display of poetry, Luna. Ну да, перед этим, We конечно же, have a $25 много donation бэктрека. from Jim saying, "Grats, Guild Friends Guild. I've known you longer than I've known most of my friends, and I'm proud of you for helping with such a great cause for all these years. Good luck, UA, and good luck to all the runners." Thanks, Jim. Glad so many of my friends are coming out of the woodwork at 5 in the morning to watch this. Really appreciate it. Everybody at home, you heard that challenge. Send in your best rhymes with the donation, and let's see what we can make happen here. And please send me coffee. There's no place open this early. Do we have time to sneak Так, кажется, сейчас София $25 может from ездить по Butcher стенам. Cat, longtime watcher here. It's good Получила to see возможность you такую with a после live убийства этого audience босса. again. Can't wait to see the Blaster Master race. Если я ничего не And became a перепутал. fan of the series with the release of the Zero Trilogy. Да-да, вот сейчас мы можем видеть это слева. Greetings from Germany. Thank you so much, Butcher. That would actually be really neat. That would, Zero yeah, Trilogy relay. for sure. I don't think we've had either. We haven't had either 2 or 3 in a GDQ. Открываем, закрываем меню, Two has been on the чтобы backup list сохранить twice, but кадры. hasn't gotten in. Переходим на следующий уровень. So you'll notice we're back in Area 2 now. That's because after defeating the Area 6 boss, you have to do a lot more backtracking all the way back through to Area 1 and then through Area 2 to the entrance to Area 7. It takes quite a while, and most other categories skip it through either abusing game overs and the respawn from
at the start of the area from the game over, or by reset warping in the Japanese version, where you reset and it just dumps you at the first screen of the game with all your items intact. So Area 6's boss gave us another mobility upgrade. This one allows us to drive up and down walls. Not across ceilings, but on walls. That allows us to scale this Вот этот апгрейд позволил нам забраться по вот этой высокой стене, которая была слева. Oh my god. It almost Were they out happened to again. your blood again? It almost happened again. Yeah, that enemy can knock you off the wall and dump you all the way back at the bottom. Враги могут столкнуть тебя, когда ты карабкаешься по этой стене, и тебе придется заново карабкаться по ней. Yeah, the second time I ever did this game for a GDQ, that enemy knocked me all the way down the shaft, and I did not even know it could do that. Уровень 7 у UraniumAnchor. Granted, it only lost like 15 seconds, but still, it was a bit of a shock. Also, best music in the game right here. Музыка сразу выделяется. And this will be the first time we're seeing Area 7 in its entirety in the GDQ since probably your first couple runs. Yeah, I'm trying to, well, I mean, we knew about the lava skips basically forever. I'm trying to remember if I ever did. I feel like I must have taken a long way through the final area at least once just for safety reasons, because the lava skip is pretty tight, and so I probably was taking the safe route at least once just because I was out of lives or something. But this time we'll be doing it deliberately. While we're jamming out here, do we have time for a couple more donations? Yep, For sure. All right, we have $10 from Yoshi P. Донат на $10, говорят, вы должны спасти жабку. Правда, вот жабку мы убили сами. Ну, на очереди еще вторая жабка. I assume that that's the horn of the Sophia. sure could be. Might be the goose. Maybe it's Fred. Somebody might want to take that frog to a vet. I don't think he's supposed to be honking. I've definitely heard frogs make some pretty funny noises. We also have $10 from the Atomic Boneyard saying, great games, fantastic cause, but let's talk about that Blaster Master mouse pad. So folks, if you're enjoying this run, reminder that you can enter to win prizes by donating. We probably have time for another couple if you have it. Ух, кислотный уровень прям такой. From a mansion saying, this is for the metal hermit crab in Blaster Master. That was the most happily nostalgic type of enemy I've seen in a good while. The nostalgia of watching this game is real. We have $5 from Sandy saying, the speedrunners version. Welcome. It's the fastest. Так, вид сверху означает, что мы скоро встретимся с боссом 7-го уровня. So in this overhead section, you'll see us walking down these pretty narrow walkways with all these. Справа Дэвид использует самонаводящиеся ракеты. Every other category, we would skip this by boosting over the lava in our damage frames. But Это еще один тип снаряда. Вот один снаряд выпускает 3 ракеты. They get to hear the Area 7 music for just that much longer, though, so it's worth it. this is my personal favorite in the game. Ладно, наверное, не буду перечислять, я не слишком разбираюсь. Fit in another quick remix. I believe Sure. so, yep. Fast and forward is what they desire, but if not careful, the RNG is like playing with fire. Thank you for the $10, not Ganondorf. Thank you indeed. Keep them coming, everybody. Очень скоро будет босс. We should be hitting the boss very soon here. Just one little final walkway here and into the boss room. It's going to be another variant of Fred, the frog boss from Area 4. This one is bright orange and much. Говорят о том, что это немного другая версия предыдущего босса. Эта версия намного более злая. But definitely the most precise. Yeah, odds are pretty good you've taken a good amount of damage from the guys on the path, unless you are somehow taking them all out before they get you. Стреляется огнем, от которого нужно уворачиваться.
в одно время убивают боссов раннеры. Неужели Дэвид сравнялся немного? Так, UraniumAnchor закончил. Yes! Nice. You got him before. Second tongue. Not quite perfect, but I'll definitely take that. Getting through this The fight. frog does have a predictable pattern, at least with the attacks he's doing, number of jumps. Yeah, there could be a lot of variation in where he jumps to, but Да, Дэвид немного догнал, he's going to jump and what но все еще где-то около 30 секунд отставания. solid fights from После этого босса мы получаем апгрейд на Софию, который позволяет нам двигаться по потолку также. Right before the pattern starts to repeat. So we got no repeats. I think I've gotten first tongue maybe 3 times total. And I think И мы I hit двигаемся second к tongue, like, последнему probably уровню less than 20% в of the игре. time, so I'm really happy that both of us got that. So we got the Wall 2 upgrade. Wall 2 is, well, if you've ever seen Spider-Man and you see him accidentally stick to walls before he learns how to use his abilities, that's what Wall 2 is like. It allows you to climb pretty much any wall, any ceiling, but every once in a while it engages, and while it's engaging, it overrides your jump. Yeah, essentially if you're rolling towards the edge of a platform and you go to jump, the game prioritizes your D-pad movement, clinging you to the wall over your jump input, and it gets really annoying. Раннеры жалуются на то, что Do basic maneuvering. вот с этим апгрейдом, который позволяет ездить по потолку, игра иногда Really more of a делает странные приоритеты There was any по other way to такому базовому перемещению. we would Становится немного неудобно двигаться. all we Я так have. понял, как-то игнорируется прыжок, There are ways around когда Wall ты 2's, касаешься платформ. disadvantages. You can jump well in advance, but also it only engages if you're holding the D-pad when you're at a specific distance from the edge. So if you just let go of the D-pad, you could sometimes roll right past it. If anybody happened to be watching my screen, that was an example of getting stuck to the corner when you were trying to jump. Yeah. Yeah, you can, as David said, the tank will hold momentum for a while after you release a D-pad input, so you can release the D-pad and carry that momentum and use that to jump off the platform and hopefully not stick. I don't know what. Once you get wall 2, it just seems like you stick to every surface the tank touches, and it just really gets frustrating. Even when you know how to deal with it, it's still just really frustrating to deal with. But we do have Area 8 coming up, and you're really going to feel Wall 2 there, because it kind of seems like Area 8 is designed to make you use Wall 2 at the worst time. Yep. 2 levers. And Area 8 is also made difficult by the fact that there is a item that was removed from the game before they actually finished making it that would have made this area not as insane. The original, like, before it got released version of the game, the 2 bosses of this area were in 2 separate dungeons, and the first one would give you a spike upgrade, which allows you to... В общем, они рассказывают сейчас о предмете, который был They вырезан decided to combine both на релизе. to the final dungeon В общем, предполагалось, что spike upgrade. Serious time for a second. будет отдельный данж для последнего босса, и перед этим предыдущий босс давал бы апгрейд на Софию, который позволял бы проходить через шипы без получения урона. И это бы сильно облегчило, говорят раннеры, That was really что это облегчило бы прохождение этого уровня. Но они отказались от этой идеи. that because of Wall 2 trying to take over your inputs, instead of jumping, the game tries to make you roll into the spikes, and the spikes do big damage, and that's also a Говорят, что шипы очень много урона наносят. spike upgrade. I wasn't watching. I'm assuming David did a pretty good job too. Yes, you both made it through it Awesome. pretty cleanly.
Yeah, I feel strongly like Area 8 was designed with that spike upgrade in mind, and when they removed it and combined the two bosses in one dungeon, they were just like, yeah, we don't need to retool this game. Рассказывает раннер о том, Figure что, it out. видимо, уровни были сконструированы таким образом, Coming through как the бы, final dungeon area. с идеей того, что у тебя будет этот апгрейд на, как бы, избегание урона от шипов. Но они решили это убрать. Решили, что игрок сам догадается, как пройти это все. Так, мы смотрим, наблюдаем босса на экране UraniumAnchor. И Дэвид тоже заходит в этот экран. Это босс с обложки игры. Но это не последний босс. Вот последний босс у UraniumAnchor сейчас появился. На других категориях его гличат, заводят в угол. В этой же категории они встают... О нет, UraniumAnchor умер! О нет, это шанс для Дэвида. Если он сейчас убьет босса, получается он впереди, я думаю, да, он убил его. Время для Дэвида. Вот это поворот. Это было очень неожиданно. Не повезло UraniumAnchor. Он лидировал всю гонку. И ошибся в самом конце. О, какой красивый фон в конце игры. Очень обидно. Так, разница 21 секунда между ними. Ой. В самом конце. I'm not surprised that we're the only two that do it. Yeah, having to do the Area 6 and 7 boss without glitches especially is not easy. It took me a while to be able to consistently get... UraniumAnchor рассказывает, что в гличлess версии тяжело ему давались уровни 6 и 7, которые скипаются в другой категории. Thanks for helping seal out 16 years of history. Благодарят зал, благодарят всех. Комментатор говорит, обожает эту игру. Он говорит всем спасибо. Все, на этом завершается ран. И завершается мое комментирование.